Итак, дорогие друзья, всем доброго раннего утра. Я пока что работаю, но это мой привычный день и привычный режим, неудивительно. Тот ритуал, который я хочу вам подарить, он очень сильный. Настолько сильный, что я не буду слова произносить в эфире. Эти слова Яна напечатает и поставит под текст, то есть под роликом. Причем я ей сфотографировала этот текст и отправила, объяснив ей, что, печатая, она не должна их произносить. И желательно не читать и громко эти слова не говорить, потому как если у тебя нет особой нужды это провести, то это провести нельзя даже в учебных целях для вас. Я лишь могу объяснить вам, что и как делается, для чего это, и все. А слова будут написаны внизу. Узнать своего врага. Если вам кто-то вредит, и вы не понимаете, кто это, или догадываетесь, но хотите убедиться в этом, проводите этот ритуал в любую ночь, кроме воскресенья. После того, как вы проведете этот ритуал, в течение 2 недель, а может и быстрее, этот человек даст о себе знать. Либо напишет вам, либо позвонит вам. Внезапно, причем неожиданно. Либо придет к вам домой. Очень может быть, что это будет ваш друг, близкий человек. Если этот человек вам неизвестен, он придет к вам постучиться, что-то там спросит, скажет, и вы почувствуете что-то неладное, ни в коем случае дверь не открывать. По крайней мере, вы поймете, что есть человек, смотря какая у вас ситуация. Если просто это порчи и какие-то наговоры, какие-то черные посылы, какие-то нехорошие сплетни, слухи о вас, вы не догадываетесь, кто это сделал, может прийти ваша родственница, подруга, соседка ни с того ни с сего. Принеси вам угощение, не ешьте, скажите, что у вас с желудком проблемы, и вы сейчас кушать не можете. Она может прийти и сказать, может, я чем-то тебя обидела, у меня такое ощущение, что как-то ты обижен на меня, мало говоришь со мной, что-то мы отдалились. Но если я тебя обидела, извини. Ни в коем случае не говорите, я тебя прощаю, потому что ритуал потеряет смысл. Можете сказать, давай не будем об этом сейчас, и я не хочу об этом говорить, избегайте слова «прощаю» или «не обращай внимания», или «успокойся», избегайте этих слов. Если же вы не знаете, кто это может быть, и придет к вашему порогу, а он придет, эти силы будут гнать его, придет к вашему порогу человек неизвестный, естественно, дверь не открывать и не пускать. Но, по крайней мере, на ваших камерах, на наблюдение, еще как-то вы поймете, кто вас преследует и кого опасаться. У вас будет информация на этого человека. Он себя проявит. Мало ли что случается. Может, у вас крадут что-то с огорода или возле дома. Может, у вас есть какие-то опасения, может, какие-то происшествия, которые вас настораживают, и вы боитесь, и хотите понять, что за человек является рядом с вашим домом. И такое может быть. Смотря человек, какой профессии, вы являетесь. У вас будут данные этого человека, по крайней мере. Если у вас нет такой необходимости, не проведите. Если вы не уверены, если боитесь чего-то, не нужно проводить этот ритуал. Но если вы твердо уверены, значит, проведите. Значит так, человек близкий, подруга или кто-то еще явится, потому что будут гнать этого человека, придет просить прощения непонятно за что, или придет своим любезничать, угощение, подарок принесет. Может быть, ваша свекровь, ваша сестра, кто угодно. Естественно, решать вам, впускать этого человека или не впускать, или говорить, я плохо себя чувствую, извини, сегодня не могу тебя принять, или я не одна. Если это будет абсолютно чужой человек, по крайней мере, на ваших камерах наблюдения или в вашей памяти останется. Вы поймете, кто вам вредит, кто хочет вообще чего с вами сделать. Насколько серьезная ситуация, согласитесь? Итак, 12 черных восковых свечей ставим на черный алтарь.
ночью 00:01, вот в этом промежутке, то есть 12 ночи, грубо говоря, 12 ключей из разных замков. Вытаскиваем. Замки могут быть закрыты, открыты, это не имеет значения. Замки прячем совершенно отдельно, ключи отдельно потом. 12 ключей. Значит, ставите, кипятите воду. Не чайником, а ставите прям кастрюлю и кипятите воду на плитке, газовой плите, неважно. Как только начинает вода кипеть, кидайте туда 12 шепотков соли. И эти ключи. Все эти ключи кидайте туда. Начинается кипение. И 12 раз вам нужно сверху сказать данные слова. Сверху 12 раз говорите эти слова. После чего отложите эту воду. Дайте остыть. Ключи оттуда вытаскивайте рукой. Прячьте дома. А воду, если у вас частный дом, выливаете за забором. Если у вас квартира, вам придется перелить это в какую-то банку, спустить вниз и вылить прямо возле подъезда. Другого выхода нет для этого случая. И ждать. Через некоторое время либо человек придет к вашему порогу, либо даст знать, но, по крайней мере, вы узнаете. А потом цепочка событий будет раскрываться. Еще раз вас предупреждаю, если вы не уверены, не берите и не делайте этот ритуал. Это сильный ритуал, где-то опасный ритуал. Конечно, они вам вредить не смогут, ничего не сделают, но если человек незнакомый придет к вам поговорить о чем-либо, зачем рисковать, пускать его домой? Вы же не знаете этого человека. Но то, что он себя засветит, то, что он себя покажет, это очень важно для вас, потому что вы, по крайней мере, узнаете, кто вас преследует. Как это произойдет? Случайно ли он пройдет и попадет в камеру наблюдения? Или у него маска упадет, если он там хочет вам навредить, и вы увидите лицо, и вы сможете, отталкиваясь от этого, уже как бы пойти, показать, написать заявление, что угодно. Смотря насколько ваш случай серьезный. Ритуал для смелых, и поэтому выполнять нужно правильно. Далее. Эти 12 огарков свечей собирайте с 12 монетами. Относите под дерево, оставляйте и говорите: откупаюсь. В этом ритуале обращение к определенным низменным духам, такие как черти. Я объясню потом, насколько они отличаются от других духов. Это низменные духи, которые в основном пугают вас. Нет. То есть как они будут действовать на вашего врага? Они будут пугать, гнать к вашему порогу этого человека, чтобы вы узнали, кто вам вредит. Я надеюсь, вы поняли. Поэтому те, которые не уверены в этом, не проводите этот ритуал. Пока вы не будете 100% уверены, что вам это нужно. Если вы живете одна, тоже не стоит проводить ритуал. Пускай или там вы будете в эти дни одна дома, тоже не стоит проводить ритуал. Мало ли что. Человеческая психика, она очень хрупкая. Придет человек, постучится, откройте, там, родственница или еще что-нибудь, не выдержите, плохо станет от обиды, что вот именно ее привели, значит, она виновата. Или будет совсем чужой человек, мало ли испугайтесь. Но, по крайней мере, еще раз говорю, для людей, которые 100% хотят понять, кто им вредит, или кто хочет причинить им какое-то зло. И опять же зависит от того, насколько важное место вы занимаете в этом мире. Может, кто-то хочет навредить вашим детям, может, кто-то звонит, угрожает, может, вы слышали что-то, и вы хотите понять, кто это делает. Вот в этих случаях слова ритуала Яна напечатает под роликом. Их даже просто произносить нельзя, настолько они сильны и опасны. Поэтому я, естественно, произносить не буду. Но вступление, объяснение я вам это все как бы снимаю, говорю, объясняю. Всем удачи и всех благ.